Что было бы, если бы динозавры выжили? Общепринятая версия вымирания динозавров связана с падением огромного астероида Чиксулуп более 65 миллионов лет назад. Многие виды животных погибли, но некоторые смогли уцелеть и совсем неплохо себя чувствуют даже в наше время. Ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи и птицы соседствуют с нами по сей день весьма успешно. После падения астероида Чиксулуп атмосфера Земли раскалилась настолько, что начала гореть. Из-за этого погибли более 75% всех видов животных, обитающих на Земле. Лишь те животные, вес которых не превышал 25 килограмм, смогли выжить. Некоторые ученые решили представить, что было бы, если бы астероид упал несколько позже или вовсе пролетел по другой траектории, не зацепив нашу планету. Эта громадина могла бы упасть в Атлантический или Тихий океан, который бы задержал часть удара. Катастрофы все равно не удалось бы избежать, тем не менее самые крупные динозавры смогли бы выжить. Эта идея приводит к размышлениям о том, как бы сейчас выглядели динозавры, какие виды бы остались и как бы они изменились спустя миллионы лет. Появились бы тогда вообще на планете млекопитающие и смогли бы сосуществовать рядом с динозаврами. Так динозавры разделились бы на конкретные виды, обитающие только в своей стихии. Появились бы мелкие динозавры, обитающие под землей, как кроты. У других перья бы превратились в шерсть. Еще одни динозавры ушли бы жить под воду, пугая нас и по сей день. Четвертые стали бы весьма необычными и экзотическими животными, которые обитали бы на безлюдных островах. Также существует теория о том, что лохнесское чудовище, Мокеле-Мбембе и другие мифические чудовища, которых якобы видели очевидцы, и есть уцелевшие динозавры. Палеонтолог из Великобритании Майк Бентон считает, что и без астероида судьба динозавров была предрешена. Из-за постепенного охлаждения климата эти гиганты все равно бы вымерли. Млекопитающие продолжали быстро развиваться, а количество динозавров сокращалось. Бентон предположил, что динозавры смогли бы дожить до конца мелового периода. Другие ученые считают, что динозавры отлично адаптировались к изменяющимся условиям и смогли бы существовать еще долгие миллионы лет. Так, учитывая развитие эволюции, многие динозавры пытались быть цветковыми растениями, которые легче переваривать. Таким образом, размеры динозавра существенно бы уменьшились. 34 миллиона лет назад произошло отделение Южной Америки от Антарктиды, что привело к охлаждению Земли и ее осушению. Это способствовало увеличению лугов и, соответственно, появлению большого количества тонконогих быстрых млекопитающих, питающихся травой. Эти млекопитающие могли быть потомками одного из видов динозавров. Выживи бы динозавры, они бы, несомненно, выглядели по-другому. Так, например, у зауроподов шея стала бы короче, а морда шире. Некоторые ученые полагают, что динозавры смогли бы пережить и ледниковые периоды. В этом им могли помочь их толстые шкуры, покрытые перьями или пухом. Также динозавры без проблем смогли бы нарастить шерсть. Благодаря своей особенности приспосабливаться к любым условиям, динозавры смогли бы жить под водой и возвращаться на берег лишь для откладывания яиц. Несмотря на то, что динозавры совсем не рыли норы и жили на земле, со временем они смогли бы стать и подземными жителями, как, например, кроты. Во времена динозавров насчитывалось большое количество разнообразных видов птиц. Млекопитающие тоже давно жили по соседству с динозаврами, но были маленькие по размеру и вели в основном ночной образ жизни, спасаясь от хищников. После исчезновения динозавров они смогли охватить большие ареалы обитания. Другие ученые полагают, что млекопитающие смогли бы эволюционировать и превратиться в некий новый подвид людей рядом с динозаврами. Приматы передвигались по деревьям, а затем смогли бы переместиться на луга и пастбища, превратившись в человекоподобных обезьян. Ведь наши предки смогли существовать рядом с мамонтами и саблезубыми тиграми, и даже охотиться на них. Точно так же могло обстоять дело и с динозаврами. Люди постоянно создавали для себя укрытия от хищников, выработав целую стратегию по выживанию.
Главное было не попадаться на глаза хищникам и самому превратиться в охотника, чтобы выжить. Интересную теорию о том, что динозавры могли бы развиться до разумных, выдвинул Дейл Рассел в 1982 году. Теория заключалась в том, что троодон имел очень большой мозг и что именно этот вид мог бы стать динозавром с интеллектом. Такой хищник смог бы решать задачи и выполнять задания на уровне приматов или воронов, но не более. У них даже могли появиться руки, чтобы разжигать костер, делать оружие и воевать. Так что же все-таки было бы, если динозавры выжили и некоторые виды дожили бы до наших дней? Даже если бы динозавры жили и сегодня, их количество, скорее всего, было бы на грани исчезновения. Возможно, люди создавали бы заповедники с максимально приближенными к реальным условиям для жизни динозавров. Такие заповедники находились бы на Аляске или в Австралии, а люди бы устраивали сафари, наблюдая за ними. Самые мелкие виды динозавров смогли бы приспособиться к городским реалиям и жить по соседству с птицами или крысами. Вы только представьте динозавры, живущие в подвалах домов или лазящие по мусорникам в поисках пищи. Еще один вариант развития событий – динозавры, точно так же, как и мамонты и саблезубые тигры, были бы полностью истреблены людьми. И о них, как и сейчас, мы смогли бы узнавать только из учебников или посещая палеонтологические музеи. Люди в борьбе за выживание не оставили бы ни единого шанса динозаврам. Самым устрашающим вариантом мог бы быть следующий. Разнообразные виды динозавров в огромном количестве живут по соседству с людьми. Эти пятиметровые, вечно голодные хищники только и ждут, чтобы полакомиться человеком. Люди строят убежища, роют огромные рвы, создают оружие против динозавров, пытаются уберечься от хищников. В таком варианте истории человечество вряд ли бы шагнуло далеко в технологическом прогрессе, не сделало бы столько открытий, не смогло бы осваивать космос и многое другое. Вся энергия и силы уходили бы на борьбу и выживание с опасными животными. Не исключено, что люди бы еще успевали воевать друг с другом, так как запасов воды и пищи на всех не хватало. Также вполне возможно, что в вечных попытках обезопасить себя технологический прогресс мог быть значительно лучше нынешнего. Например, люди смогли бы научиться создавать заслонные города, закрытые энергетическими щитами, дабы противостоять нападкам ящеров. К слову, более 40% американцев уверены, что и люди, и динозавры существовали в одно время. Эволюционировавших рептилий люди смогли бы даже одомашнить и разводить их, как, например, крупный рогатый скот. Динозавров могли бы выращивать ради мяса или использовать в быту для различных работ. Быть может, динозавры даже смогли бы возить людей на себе, или их бы впрягали в телеги. Более мелкие виды смогли бы стать домашними любимцами, как кошки или собаки. Хотели бы себе ручного динозаврика? Люди могли бы устраивать охоту на мелких динозавров, которые вредили бы сельскому хозяйству. Так гончие псы гонялись бы не только за зайцами, лисами и волками, но и за разными представителями динозавров. Не хотите сходить с друзьями на охоту? Привезти трофей в виде динозавра? Но нас с вами могло бы и вовсе не быть, не уступив бы нам место динозавры. Так палеонтолог Стивен Брюзат полагает, что если бы астероид не погубил динозавров, не была бы запущена цепь событий, которая привела к появлению человекоподобных обезьян и в дальнейшем человека разумного. Млекопитающие так бы и остались мелкими маргинальными существами, как и 160 миллионов лет назад, которые скрывались от хищников. А вы как думаете, ужились бы мы с динозаврами? Смогли бы мы их приручить? Или Земля превратилась бы в постоянное место боя людей с динозаврами? А на этом у меня все. Друзья, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.